Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья, всех приветствую. И сегодня у нас необычный видеорецепт. Сегодня мы готовим испанское блюдо, которое называется тушеные бычьи хвосты в томатном соусе. Не перематывайте, обещаю, будет интересно. Для начала промоем их. Так, вот мы их промыли. Сейчас будем их нарезать. Нож возьму. Друзья, это блюдо очень простое. Сможет приготовить даже самый-самый неопытный дилетант на кухне. Смотрите. Будем нарезать по суставу. Если по суставу попадаете, очень даже легко режете. Срежем лишний жир. Последнюю забрал. Друзья, а вот такой вот вопрос для особо внимательных. Сколько вот таких вот соломенных розжигов у меня было на прошлом видео? Напишите в комментариях. Сэкономлю немного.
Прогреем масло. Друзья, как закинули мясо, сразу не спешите мешать. Я понимаю, есть соблазн с шумовкой чуть помешать. Это приятно по казану сделать. Этот процесс очень приятен. Но дайте мясу схватиться, взять корочку, колер. Только потом мешайте. Афганский казан, друзья. Одна из самых необходимых вещей в хозяйстве. Те люди, у которых он уже есть, поймут меня, о чем я. Очень нужная вещь. Банка не открывается. А теперь, друзья, я вам подскажу небольшой кулинарный лайфхак. Если у вас крышка в банке не открывается, а вам уже нужно все содержимое, которое там есть с одного раза, то делайте вот так. Пожалуйста. Томаты в собственном соку отправляем сюда. Ну и еще добавить хочу картошки немного. Прям такими кусками закину. Посолим.
Аромат стоит уже нереальный. Так, добавим лавровый лист, красную паприку, добавим пару гвоздик, они очень большую погоду сыграют. И поперчим. Размешаю томат и стакан воды. 2 столовые ложки томата. Ну, можно, если есть томатный сок, можно его тоже использовать. 1 стакан хватит. Еще я нарубил помидоры. Чтобы не тратить ваше время, сделал это за кадром. Все, затянули. Все, вот наш афганский казан готов к бою. Проверить только остается клапана. Все, работает. Друзья, минут 30 ждем, ну максимум 40. И наше блюдо будет уже на столе. Кстати, обратите внимание на мой комплекс. Это называется пловер. Пловер вообще это многофункциональная вещь. Он может служить как и печкой для казана, также и мангалом. А вот я сейчас, например, готовлю в афганском казане на нашем пловере. Кстати, весь этот комплекс и афганский казан в том числе я приобрел у известного интернет-магазина «Шелковый путь». Если вы хотите тоже вот так же с кайфом готовить у себя на даче или же там где-то в беседке, в огороде, то по промокоду «Шеф готовит» вас ожидает приятная скидка. Ссылку оставлю на интернет-магазин «Шелковый путь» в описании. Аромат нереальный. Друзья, вот мы и выпустили пар. Сейчас кульминационный момент. Перчатки, чтобы не обжечься.
Аромат просто стоит сумасшедший. Дядя Гасым, идем к столу. Дядя Гасым, вот что я сегодня приготовил. Давно ты не был у нас в гостях. Так, давай тарелку свою. Дядя Гасым, держи. Ну, бисмилля, пробуем. Сыр дагестанский. Кстати, друзья, если это видео наберет 10 тысяч лайков, а для вас это совсем мелочь, то я выпущу рецепт, как приготовить дагестанский сыр. И сделаю это подробно. Он очень вкусный. Это безумно вкусно. Обязательно попробуйте это приготовить. Обязательно. Уважаемые друзья, сегодня мы для вас приготовили вот такой вот замечательный рецепт, у которого есть своя история. И история этого блюда идет прямиком с Испании. Испанцы знают толк не только в быках, но и в их хвостах. Друзья, вы часто меня спрашиваете, где я приобретаю оборудование для приготовления блюд. Я вам отвечу еще раз, всем разом. Вот такой вот замечательный комплекс, который называется пловер, он многофункциональный, и такой замечательный афганский казан вы всегда найдете у известного интернет-магазина «Шелковый путь». Запомните, номер 1 интернет-магазин в России. Поэтому, друзья, переходите, ссылка будет в описании на их магазин. А по промокоду «Шеф готовит» вас ожидает очень приятная скидка. Так что звоните к ним, пишите к ним, заказывайте такой афганский казан, такой пловер и готовьте такие же блюда, как и я.
Желаю всем здоровья и увидимся в скором времени. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. За вас. Как тебе? Бомба. Вообще, честно говоря, то, что связано с этим, с хвостами, да, даже тяжело будет кушать. А это такая мягкая во рту тает. Потому что в афганском казане готовил. Знаешь, сколько готовил? Минут 35. И они вот такие мягкие. Время экономит и запах костра как-то туда проникает. Это Да, вообще очень приятно.